Евросоюз задел за живое. Министерство лицемерия Абшерона снова притворилось непонимающим и решило, что вокруг такие же недоумевающие, как они. В ответ на критику от Тойва Клаара они утверждают, что армяне Арцаха покинули родной край добровольно. Поэтому, по их мнению, никакого особого случая быть не может. А вот азербайджанцы, оказывается, из Армении были изгнаны. Причем с таким цинизмом, что сумели на бегу продать свое жилье в Армении и уехать в Азербайджан. Дальше апофеоз абсурда. Создать соответствующие условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев на родные земли обязательства Армении, а международное сообщество должно требовать выполнения этого обязательства. А пока все мои зрители кинулись искать, в каком таком международном документе есть это обязательство Армении, я спешу напомнить, что у армян Арцаха было автономное образование в составе Азербайджанского ССР, и называлось оно Нагорно-Карабахская автономная область. А вот у азербайджанцев никакой автономии в Армении никогда не было. Даже в рамках одного села. Поэтому случай армян Арцаха – это особый случай, господа. Истерическая и совершенно абсурдная реакция Баку – лучшие доказательства того, что первое – вопрос Арцаха не закрыт, и второе – никаких весомых аргументов, кроме насилия и лжи, у режима Алиева не было и нет. Ниже приведем то, что заявил Тойва Клаар, из-за чего в Абшероне началась истерия. За последние месяцы двусторонние отношения между Арменией и Азербайджаном дали конкретные позитивные результаты. ЕС приветствовал все эти события, будь то совместное заявление от 7 декабря 2023 года об освобождении задержанных и КОП-29, или более позднее соглашение о делимитации и демаркации границ от 19 апреля 2024 года с их последующей реализацией. Последние базируются именно на общих договоренностях, достигнутых ранее при нашем участии, например, на однозначном принятии Алматинской декларации 1991 года в качестве основы для делимитации двусторонней границы. Еще раз выражаю надежду, что страница вражды и насилия наконец-то будет перевернута раз и навсегда, на благо всех народов региона, включая карабахских армян. ЕС очень ясно высказался по этому вопросу, и я также ожидаю этого, что карабахские армяне будут частью процесса нормализации и что между Баку и ними состоятся прямые переговоры об их безопасном и достойном возвращении в родной регион. У Азербайджана есть обязательства в этом отношении, которые, как мне кажется, он не отрицает. Параметры и условия для такого будущего должны быть найдены и согласованы посредством инклюзивного и взаимоуважительного диалога. Нормализация для меня означает отсутствие открытых ран, и поэтому этот вопрос должен быть частью более широкого мирного процесса. Иногда в этом контексте поднимаются и другие вопросы, например, вопрос так называемого «западного Азербайджана». Для меня это совершенно разные вопросы, которые нельзя смешивать. Первый вопрос – это содействие возвращению карабахских армян в свои исконные земли, что является обязательством Азербайджана. Второй вопрос – это вопрос армян, которые жили в других частях Азербайджана, в том числе в Баку, или азербайджанцев, которые жили в Армении. Естественно, они также должны иметь возможность посещать место, где они или их семьи жили, или даже возвращаться туда, если они того пожелают, и это также должно быть следствием нормализации, но это совершенно другой вопрос, нежели конкретный вопрос карабахских армян, заявил Тойва Клаар. Какой именно ответ дали из Баку на эти заявления Тойва Клаара? На этом фоне Азербайджан, грубо говоря, наехал на Тойва Клаара и между дел выдвинул Армении очередное требование. МИД Азербайджана назвал недопустимым, чтобы бывший специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу, посол Европейского Союза в Узбекистане Тойва Клаар рассматривал в качестве особого случая вопрос о возвращении армян, которые были насильственно изгнаны из Нагорного Карабаха. Внешнеполитическое ведомство, воспользовавшись случаем, выдвинуло очередное требование, заявив, что Армения обязана создать соответствующие условия для заселения Армении азербайджанцами. В МИД Азербайджана почему-то уверены, что армяне не намерены возвращаться в Нагорный Карабах. Тот факт, что Клаар делает такие предвзятые заявления, не относящиеся к его полномочиям, накануне своего ухода с поста, является очередным ударом по репутации организации,
которую в первую очередь представляет чиновник ЕС, заявили в Баку. Российские пограничники после завершения службы в ереванском аэропорту Звартнац продолжают свою службу на границах Армении с Турцией и Ираном, сообщили в службе национальной безопасности Армении. 31 июля представители погранслужбы ФСБ России передали армянской стороне функции по охране государственной границы на КПП в международном аэропорту Звартнац в Ереване. В СНБ отказались предоставить информацию о численности российских пограничников в аэропорту Звартнац, назвав ее государственной тайной. Согласно договору между Арменией и Россией 1992 года, военнослужащие пограничного управления ФСБ России осуществляют охрану государственной границы на участках госграницы Армении и Турции и Армении и Ирана, отметили в СНБ. Одно радует, что они убрались из аэропорта Звартнац. А что касается, что они будут продолжать службу на границе с Ираном и Турцией, то это вопрос второстепенный, поскольку так и так там некоторое время российские пограничники еще будут оставаться, пока не придет и их время, чтобы ушли оттуда и оставили поста нашим армянским пограничникам. Прощание со странами, ушедшими навсегда. Армения вновь игнорирует мероприятие ОДКБ. На сей раз она пропустит учение «Кобальт-2024» в Новосибирске. Это событие – повод еще раз окинуть взглядом постсоветское пространство. Результаты того, что получилось в результате 25 лет правления Путина и его группы. Итоги очевидны. Россия осталась одна. Не осталось никого, кто следовал бы в фарватере, признавая лидерство, основанное на успешной модели развития, экономических и политических перспективах. Есть лишь одна рыба прилипала – это Лукашенко. Именно Лукашенко, не Беларусь. Страна после него пойдет в Европу. Могло ли получиться иначе? После четверти века правления Путина можно твердо сказать «нет». Альтернативы не было. Режим, созданный на обогащение группы друзей и сослуживцев, проведший приватизацию государства и оскотинивание общества, мог закончить только таким итогом, который получился сегодня. Никому он не может служить примером, все от него шарахаются, а его военные авантюры производят пугающее впечатление. Никто не хочет быть их заложником. И все в постсоветских странах понимают, что с уходом Путина эта гнилая пародийная система повесит бутсы на гвоздь навсегда. Придут другие времена, и России придется жить по-новому. Это неизбежно. Пока же черта под постсоветским пространством, каким оно виделось в начале новой России в начале 90-х, подведена навсегда. Возврата к прошлому не будет. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.